Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена Лайф. И вы знаете, Лена меня в очередной раз удивила. Хотя, в принципе, удивляться особо-то и нечему, потому как Лена как не умела разговаривать, так и до сих пор не научилась. Но пока я буду рассказывать, что произошло в этом влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, а Лена ощутила свободу, да, говорит, 2 выходных подряд. Думаю, Лена, да у тебя каждый день недели выходной. Что случилось? Или вот ты поработала теперь вот в магазине вместо продавцов, пока они были в отпуске, да, одна была в отпуске, вторая болела, что-то вроде того. И ты теперь понимаешь, насколько все-таки ценно для человека иметь выходные среди недели. И 2 выходных для тебя это уже достаточно серьезно. Ну, действительно, да, так оно. Говорят, что пока сам не почувствуешь, да, не оценишь. И вот Лена попробовала, почувствовала, оценила 2 выходных. Ура! А то ведь как раньше у нее было? У нее каждый день выходной был. А сейчас, кстати говоря, у нее снова будет каждый день выходной. Да, она в январе собирается в Сочи, в санаторий вместе с мамой. И я так думаю, что у нее там будет больше, чем 2 выходных подряд. И она их особо уже там и ценить-то не будет. Да, так что пока в ней что есть человеческое, это надо отметить. Лена ценит выходные, потому как Лена работает. Ну, будем так говорить, работает, да. Все мы знаем прекрасно и видим, как Лена работает. Ну, по крайней мере, она хотя бы едет на работу, это уже хорошо. А то, что в основном она там только и делает, что ничего не делает, это уже, конечно, второй вопрос. Оказывается, Лена любит смотреть старые фильмы, да. А в прошлый раз она говорила, что она не любит пересматривать старые фильмы, а тут вдруг резко полюбила. Что случилось? И этот фильм «Иван Васильевич меняет профессию» тоже она решила пересмотреть. Все-таки, значит, то ли комментарии на нее подействовали, то ли она сама решила пересмотреть свои взгляды. Но факт остается фактом. Да, она стала расхваливать старые советские фильмы. И это очень даже неплохо. Это классно на самом деле. Единственное, она никак не может заставить Ваню посмотреть «Полосатый рейс». А Ваня, молодец, посмотрел «Джентльмены удачи». Ну, если верить Лене, конечно. А если на самом деле это так, как Лена рассказывает, хотя мы все знаем точно, что Лена умеет приврать, соврет недорого возьмет, то да, жаль, конечно, если это неправда. Ну, а если на самом деле это так, то честь только и хвала и Лене, и Ване. К чести Лены надо признать, что она знает фамилию актера, который исполнил главную роль в кинофильме «Полосатый рейс». И это уже здорово, это уже хорошо. Хотя бы так. Леонова знает, уже классно. Для Лены это прям вот отлично. Ну, а дальше Лена что сделала? Она накрасилась, да, говорит, 2 дня я не красилась, и вот теперь я накрасилась. Думаю, для чего ты накрасилась? Для того, чтобы прийти на кухню, начинается кошеварить там. Ну, как-то нелогично Лена поступает, но тем не менее. Вот она пришла в ее любимую, в самую любимую комнату, это кухня. С каких пор комната и кухня это одно и то же, я не знаю. Помещение, возможно, да, но никак нельзя назвать кухню комнатой. Но Лена называет кухню своей самой любимой комнатой. Ой, я никогда не думала, что кухня это будет любимым помещением Лены. Вот вообще никак. Но видите, чего не сделаешь ради контента. Говорит Лена, что с утра ей не хватает нервной системы. Думаю, это как? Но Лена поясняет, что ее выводят прямо с утра очередно, попеременно то Андрюша, то Ванюша, то Ваня, то Андрей. Опять же, Андрея мы не видим, мы только много слышим о нем. Ну что сказать. Хочет Лена все-таки выдать желаемое за действительное. Ну и Лена, как настоящий кулинар, решила написать меню. Хотя Лена говорила, я тут буду записывать рецепты. На какой-то доске, которая, я так понимаю, магнитная, что ли, да, прикреплена к дверце холодильника. И надо писать мелом на этой импровизированной доске. Лена вопрошает, Ваня, а где твои восковые мелки? Мне нужны восковые мелки. Ну, Лена, что тебе нужно? Я прям перемотала туда-обратно. Думаю, точно восковые, Лена. Но потом, правда, она сказала, вот восковые мелки, все-таки это неплохо, хотя мел, в принципе, обыкновенно самый простой, лучше. Но Андрей прячет все, то посуду прячет, то мелки куда-то прячет. В общем, да, Андрей такой вот своеобразный. То он сам прячется, то что-то прячет. Хотя, в принципе, залежи посуды Лена нам показала, куда именно Андрей прячет посуду. В шкаф на балконе, да, как-то так. Я так думаю, что если бы Лена там основательно поискала бы в этом шкафчике, да, порылась бы, так сказать, то она, конечно, бы нашла бы там еще и мелки. Я не думаю, что Андрей особо изобретателен в плане
прятание, так сказать, да, предметов. Все надо искать в одном месте. Зря Лена там не поискала, конечно, мелки всякие разные. Я уверена, что они там же рядом с посудой где-то, да, среди посуды. Говорит Лена, что вот у нее будет в меню очень интересный салат, который так и называется салат с говядиной. Да, с говядиной, не из говядины, не с говядиной, а с говядиной. И Лена взяла так лихо и написала в меню новогоднем вот этот самый салат. Салат с говядиной. Ну, что сказать. Как говорит, так и пишет. Неграмотно говорит, неграмотно пишет. Вообще у Лены, если ее спросить, откуда она скажет, я с Зеленограда. Да. Хотя правильнее было бы сказать, что Лена из Ахи, а не с Зеленограда. Ну, а пока Лена взяла измерительный прибор, мерную кружку, да. И хочет она ваять торт муравейник. И говорит, что вот мне писали кружки разные, что это не является столько-то. Думаю, о, Лена, мало того, что тебе Вселенная отвечает, тебе уже стали кружки разные писать. Это реально страшно. Пора остановиться и выдохнуть. Тем более, я подумала, что это справедливо в отношении Лены, когда Лена заявила, что она ищет ряску на мерной кружке. Думаю, когда же эта мерная кружка успела зарасти тиной? Как в той песенке «Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда». Так и здесь. Ряска, тина, мерная кружка. Все как-то вот смешались кони, люди. В общем, да, Лена молодец, как всегда. И кое-как Лена приготовила тесто для этого самого торта муравейник. И, конечно, его надо в морозилку, а не в холодильник, с тем, чтобы оно более-менее затверделось, чтобы можно было его натереть на терке. Но Лена говорит, нет, у них завелось в семье. Думаю, боже, что у вас там завелось в семье? Лена, не пугай меня. Но оказывается, завелось у них. Не повелось, а завелось в семье. Прокручивать это тесто на мясорубке. Вот так. Думаю, интересно, что в итоге получится? А? Ну, не будут у тебя крошки. Ну, Лена провернула через мясорубку это тесто. Конечно, ни о какой крошке там и речи не было. Потом она позвала Ваню с тем, чтобы он эти импровизированные печенья стал ломать. Ну, как ломал Ваня эти печенья, конечно, это отдельная история. Это надо было видеть. Ну, во-первых, Ваня был без перчаток кулинарных. Это, полбеды. Ну, а во-вторых, он очень как-то это делал неактивно. Вот если бы Лена его попросила разбить что-то молотком, какую-то дверцу оторвать от шкафчика, попрыгать, побегать, резко закрыть дверь и так далее, совершать какие-то резкие движения руками, ногами, Ваня тут бы был, конечно, впереди планеты всей. А здесь стоять и монотонно ломать печенье, это не для Вани. Хотя, в принципе, Лена права. Она сразу сказала, что Ваня с этим справится. Мол, Ваня любит все крушить и ломать. Но, видите, печенье это не тот вариант. Помните, как фильм «Ползатый рейс», который никак, кстати говоря, Ваня не посмотрит. Обезьяны – это не мой профиль, да? Я работаю с крупными животными. Так что как-то так. Ване что-то надо было дать посерьезнее. Печенье это мелко тогда. Ну, а потом Лена присоединилась. Лена была тоже без перчаток. Присоединилась она к Ване. Стали они вместе эту крошку как-то вот создавать. Это было, конечно, ужасно. Ваня в одной какой-то чаше разламывал печенье, в другой чаше Лена что там пыталась сделать. В общем, да, там были руки и Лены, и Вани. Но интересно, а что будет дальше? Что будет с салатами? Вот вы знаете, я как в воду глядела. Потому как дело с салатами обстояло еще хуже. Потому как тот самый мясной салат с говядиной Лена выкладывала руками. Это надо было видеть. Хотя огромные ногти, никаких перчаток, и вот это вот все налепила, как из пластилина. Это жуть, конечно, да. Для чего ей нужна была ложечка изначально, не понимаю. Если, в принципе, она все брала руками. Хотя, в принципе, чему я удивляюсь. Стоит только вспомнить то, как они дружно лепили пельмени, как они брали фарш руками. Хотя, в принципе, мама им выдала по ложечке, помните? Но в любом случае там без рук не обошлось. Что Лена, что Оксана брали этот фарш руками и, в общем, да. Но там хотя бы какую-то тепловую обработку проходил тут фарш, да, можно сказать. А здесь что? Здесь уже вот готовая эта вот мясная масса.
И Лена просто вот как из пластилина, я же говорю, вылепливала этот салат, придавала ему форму кольца какого-то, и в итоге посыпала это все гранатом, получилось что-то вроде гранатового браслета. Но Лена, видимо, не знает ни произведения Куприна с подобным названием, ни о том, что салат такой формы, такого вида, посыпанный гранатом, он называется гранатовый браслет. И почему-то бока этого салата Лена решила как-то вот обойти. Она не посыпала гранатовыми зернами бока. Ну, что сказать. Конечно, да, это ужас. Это какой-то кошмар. Яйца, говорит, запищали. Ну, когда-то яйца стали пищать. Ну, вот они у нее запищали. Думаю, нормально так. Ваня почирикал доску, а яйца у нее запищали. Почирикал, вместо того, чтобы почиркал. Видимо, Лена имела в виду. Потому как перед тем, как Лена там стала писать меню, Ваня там что-то написал вроде того, что «мама, не грусти». И процарапал эту доску вот с тем самыми какими-то там мелками. Но нет, он эту доску прочирикал. Ох, Лена, Лена. Ну и, конечно, вскользь Лена упомянула о том, что ей написали про свежесть яиц. Мол, яйца плохо чистятся, когда они свежие. Ну, наконец-то, Лена. Или ты это в моем обзоре услышал, потому как я тебе об этом говорила. Или на самом деле кто-то вот написал в комментариях. Хотя бы так. То ли она думала, что это зависит вообще не от свежести, а уже не помню от каких параметров яиц. Но ни в коем случае не от свежести. И, вы знаете, уже второй раз я слышу, что Лена в своих влогах упоминает о том, что она хотела быть учителем. Конечно, Бог миловал. И слава Богу, Лена не стала учителем, потому как я могу себе представить, какой уровень образованности был бы у выпускника той школы, где преподавала бы Лена. И чему, в принципе, она могла бы научить детей. Страшно представить. Жульен с тарталетками, да. Не в тарталетках, а с тарталетками. Лена, Лена. И вот этот самый жульен, она как-то при помощи рук укладывала в эти самые тарталетки. Да, то есть вся еда будет со вкусом рук. Со вкусом грязи из-под ногтей, из-под длиннющих ногтей нарощенных. В общем, да, ужас. Какой-то кошмар. И заявляет Лена, что, мол, с утра хочется супчика, потому как 1 числа, потому как все мы люди, и да, все мы, мол, не без греха, все любим выпить. Поэтому с утра 1 января Лене хочется супчика. Хочется заметить, что Оксане 2 числа хочется супчика. То есть у Оксаны 1 января, как она сама сказала, отсыпной, а второй день уже, да, 2 января. Это уже тот день, когда хочется поесть супчика. Салат Лена нарезает она овощи мелкими частями. Да, частями она нарезает. Ну, что сказать. Частями так, частями. Вспомнила Лена о духовной пище. И говорит, вот, Ваня, когда мы с тобой сходим на Челкунчик, так, чтобы там не было той самой длиннющей очереди, которую ночью надо выставить, и чтобы билеты были более-менее по сходной цене. Ну и Ваня, вы знаете, он молодец, он правду говорит. Вот мне Ваня напоминает своей правдивостью и прямотой Юру. Юра рубит правду матку, и Ваня тоже. Он говорит, 52 года, когда мне будет, тогда вот мы сходим на этот самый Щелкунчик. Ну, что сказать. Да, наверное, только тогда они туда и сходят. Потому как раньше вряд ли Лена сможет Ваню уговорить. И фильм посмотреть «Полосатый рейс», и посетить театр. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Лена и Ваня Лайф. Если вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!